Всем привет и добро пожаловать в Испанию. Мы сейчас находимся в Кортес-де-Паяс, недалеко от города Валенсия. Тут нереально красивая природа, горы, вода бирюзового цвета и несколько водопадов. Все это я покажу в сегодняшнем видео, но кроме этого мы поговорим о том, как создать стиль жизни своей мечты. В 2015 году я работал в Москве и принял лучшее решение в своей жизни – уволиться с работы и начать изучать интенсивно английский язык, для того, чтобы переехать в Европу. В 2017 году я получил приглашение на работу и переехал на запад Ирландии. Прожив там пару лет, я вернулся в Украину и после этого переехал в Лондон. Всю жизнь переезжая с одной страны в другую, я мечтал об удаленной работе, которая бы мне позволила жить в любой точке мира. И в марте 2022 года моя мечта сбылась. Я нашел такую работу и переехал в нереально уютный и дружелюбный город Валенсия. На самом деле душевный и веселый испанский стиль жизни мне очень нравится. Никто никуда не торопится, люди умеют наслаждаться жизнью. И я все это рассказываю не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы сказать, что и ты можешь создать тот стиль жизни, о котором всегда мечтаешь. И сегодня я поделюсь секретами, которые помогли мне изменить свою жизнь к лучшему. Надеюсь, они тебе помогут. С тебя лайк и подписка в виде благодарности. Ну что, вы готовы? Поехали! Перед тем, как к чему-то стремиться, нужно максимально четко это определить. И чем четче ты сформулируешь стиль жизни своей мечты, тем больше вероятность того, что он случится. Поэтому сейчас ты можешь расслабиться и помечтать, а я буду тебе задавать вопросы, которые будут тебе помогать визуализировать свою будущую жизнь. Можешь закрыть глаза, а можешь продолжать смотреть видео. Самое главное – это полностью расслабиться и позволить себе помечтать, как это было в детстве. Не ограничивай себя ни в чем, и как будто все то, что ты сейчас представишь себе, оно сбудется, и Вселенная поможет тебе в этом. Задай себе первый вопрос. Как выглядит мое идеальное будущее? Как я хочу жить? Чем я хочу заниматься? Что для меня значит жить по своему предназначению? Как я хочу приносить пользу другим людям? В моем идеальном будущем каким человеком я являюсь? Без чего я не представляю своего будущего? Что для меня важно знать в конце своей жизни? Чем чаще ты будешь визуализировать идеальное будущее и искренне верить в то, что оно случится, тем больше чудес будет происходить в твоей жизни, и тем быстрее ты начнешь жить так, как ты хочешь. Я всю жизнь мечтал жить в теплой стране с пальмами и прекрасной природой, при этом не быть привязанным к месту. И моя мечта сбылась, и твоя сбудется. Просто максимально четко ее сформулируй и верь в то, что она сбудется. Давай поговорим о том, что нам мешает создавать стиль жизни своей мечты. И первое, что больше всего нам мешает, это токсичная роль жертвы. И самое первое, о чем хотелось бы поговорить, это токсичная, разъедающая роль жертвы. Я, конечно, все понимаю. Экономический кризис, коронавирус, война.
Но если мы все время будем обвинять внешние обстоятельства в наших бедах, то мы всю жизнь будем перекладывать свою ответственность на кого-то в том, что наша жизнь не такая, как мы хотим. Позиция жертвы очень удобная, но одновременно неэффективная, потому что мы ничего не собираемся делать из-за того, что все то, что происходит, зависит от других людей. Второе, что нам мешает, это отсутствие фокуса внимания. Для того, чтобы кайфовать от жизни, тебе не нужна пафосная чепуха. Для этого достаточно всего лишь навсего контролировать свое время и фокус своего внимания. Быть занятым – это не то же самое, что быть эффективным. Если ты делаешь что-то очень хорошо, это не значит, что ты должен это делать. Тем более, если это занимает большое количество времени. Для того, чтобы быть эффективным, тебе нужно быть занятым самыми важными делами, которые приводят тебя к достижению твоей цели. Поэтому фокусируйся на том, чтобы быть продуктивным, а не занятым. Хватит имитировать бурную деятельность. Пора заниматься тем, что на самом деле для тебя важно. Третье препятствие – отсутствие эффективности. Управлять можно только тем, что можно измерить. И если ты хочешь управлять своей эффективностью, то есть смысл упомянуть принцип Парето 80-20, который гласит, что 80% результатов мы получаем от 20% наших усилий. Например, 80% следствий происходят от 20% причин, и 80% прибыли всего лишь навсего приходит от 20% продуктов или клиентов. Поэтому тебе стоит определить, какие 20% твоих усилий приносят 80% результатов, а также какие 20% случаев приносят 80% проблем. Четвертое, что мешает создать стиль жизни, который мы хотим, это страх ошибок. Успех можно измерить количество ошибок и провалов, но большинство из нас не хотят ошибаться и проигрывать. Но на самом деле, чтобы победить, нужно очень много раз оступиться. Наши действия не всегда приводят к счастью, но бездействие никогда не приводит. И чтобы победить страх, нужно первое – это сначала его определить. Поэтому задай себе вопрос, что худшее может произойти в этой ситуации. Второй вопрос – что я откладываю на потом? Определи, что ты откладываешь на потом из-за страха. И последнее, ответь на вопрос, чего ты ждешь? Многие люди ждут идеального момента для того, чтобы выучить английский, начать заниматься спортом, а иногда даже чтобы стать счастливым. Они говорят, вот когда у меня будет больше времени, я начну изучать английский. Или когда у меня будет машина, квартира и накачанное тело, я тогда стану по-настоящему счастливым. Если ты относишься к этой категории людей, у меня для тебя, к сожалению, плохие новости. Ты никогда не будешь счастливым из-за синдрома отложенной жизни. Для самых важных жизненных решений идеальное время – это сейчас. Когда-нибудь это болезнь, которая убивает твои мечты. Идеальное время не наступит никогда. Шестое – лимитирующее убеждение. Лимитирующее убеждение – это навязанное обществом мнение о том, что ты должен и не должен делать. Когда мы научимся разделять свои внутренние убеждения и убеждения, навязанные обществом, то тогда по-настоящему мы сможем освободиться и стать счастливее. Конформизм – это свойство личности подражать обществу, в котором мы находимся, чаще всего делая то, что в обществе считают неправильным и приводит к счастью. В том же 2015 году, когда я работал на высокооплачиваемой работе и решил уволиться, то большинство окружающих меня людей осуждали. Но если бы не это увольнение, то я бы не находился через 1,5 года на берегу Атлантического океана и не узнал, что можно жить по-другому. Задай себе один вопрос. Что ты давно хотел сделать, что может улучшить твою жизнь и, по твоему мнению, окружающие осудят? 99% людей не верят, что они способны достичь тех высот, о которых они мечтают. Поэтому они стремятся к посредственной жизни. Если для того, чтобы начать жизнь своей мечты, тебе не хватает уверенности, то поверь, большинству людей ее тоже не хватает. Мы чаще всего переоцениваем конкуренцию и недооцениваем себя, но на самом деле мы способны на больше, чем мы думаем. Большие амбициозные цели придают нам адреналин, который повышает выносливость при достижении этой цели. Давайте ставить цели, которые достойны нашего внимания. Ведь чем выше цель, тем меньше конкуренция. Большинство людей стремятся к посредственности. Поэтому задай себе вопросы, какую амбициозную и волнительную цель я хочу достичь,
какими достижениями я хотел бы гордиться. В первой части видео мы визуализировали мечту, то есть включали свое воображение и доверяли своей интуиции. Но для того, чтобы мечта сбылась, визуализации недостаточно, нужны конкретные шаги. Поэтому в этой части видео мы поговорим, какие конкретные шаги ты сделаешь для того, чтобы эта мечта сбылась. Поэтому для начала задай себе вопрос, что бы тебе хотелось добиться, если бы ты знал, что не проиграешь? Что если бы ты был на 100% уверен, что достигнешь любую цель? Какая бы это была цель? Чего ты хочешь достичь через 3 года? А какие вдохновляющие цели ты хочешь достичь в течение этого года? Что ты хочешь иметь? Кем ты хочешь быть? И что ты хочешь делать? И какой первый шаг ты сделаешь уже сегодня для того, чтобы эта цель стала ближе? Мы уже вернулись в Валенсию несколько дней назад, и в горах, конечно, красиво и спокойно, но тут чувствуем себя как дома. Энергетика города очень приятная, и испанцы нереально дружелюбные и веселые, умеют хорошо проводить время. А знаешь, какой самый ценный ресурс в нашей жизни? Это время. И каждый из нас думает, что у нас его очень много. Но на самом деле, если каждый день делать одно и то же, то жизнь пролетает мимо. Но если ставить цели для того, чтобы жить так, как ты хочешь, и каждый день делать хотя бы один шаг, то спустя некоторое время ты начнешь наслаждаться тем, что создашь. Главное — терпение и непоколебимая вера в успех. Вот мы, например, с моей девушкой, с которой я вас очень скоро познакомлю, договорились каждый месяц посещать как минимум 2 места, в которых мы до этого не были. И мы все еще работаем над созданием стиля жизни нашей мечты, но на самом деле мы сейчас максимально близки как никогда. Осталось еще достичь несколько целей. Очень надеюсь, что это видео вдохновило тебя на позитивные изменения в своей жизни. Самое сложное — это начать, и самые важные шаги никогда не будут комфортными. Мы растем тогда, когда испытываем дискомфорт. Поэтому от него нужно просто научиться получать удовольствие. Просто-напросто потому, что чувство сожаления от бездействия намного хуже, чем боль от преодоления препятствий. А какие эмоции переживать, выбирать тебе. Был очень рад всех видеть. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока.